Народ, привет! С вами Дема. На этот раз с обзором IP-видеокамеры с поворотом на 360 градусов качеством 1080p. Камера, как всегда, от Xiaomi. А спонсор этого показа – магазин Жезла Нет. Именно он предоставил мне эту камеру на тест. Ссылка на камеру и промокод будет в описании к этому видео. Так что переходите, просматривайте, заказывайте, получайте скидку. В обзоре, как обычно, покрутим, пощупаем, повертим, скачаем приложение Михом, подробно рассмотрим настройки, посмотрим на качество съемки и разберем отдельные ее интересные функции. Хочу поделиться радостной новостью. На канале более 100 подписчиков, поэтому разыграем этот автомобильный пылесос среди тех подписчиков, кто оставил комментарий под видео с обзором этого пылесоса. Не переключайтесь, досмотрите это видео до конца. В конце мы разыграем этот пылесос. Ну, а прежде чем начать, как обычно, всем моим подписчикам большое спасибо. Спасибо, что поддерживаете, ставите лайки. Вот, не забывайте про розыгрыш. Ну а мы начинаем! Итак, посмотрим, что внутри коробочки. Открываем. Внутри вот такая вот мишная инструкция. Оп. С QR-кодом. По QR-коду можно скачать приложение. Сейчас посмотрим, какое. Дальше. Сверху у нас лежит коробочка с кабелями. Это кабель. И... Так, это значит основание камеры, оно крепится к потолку или к стене, и к нему цепляется сама камера. И блок питания для камеры. И еще какая-то инструкция. Так, смотрим инструкция. Какие здесь языки? Языков здесь нет, кроме китайского никаких. Вот, на картинках можно посмотреть, как камеру эту крепить. Куда вставлять SD-карту и QR-код для скачки приложения. Так, и еще сама камера. Итак, наша камера выглядит вот таким вот образом. Камера пишет с качеством 1080p. Флешки поддерживает до 32 гигабайт. Флешка в комплекте не идет. Необходимо докупать отдельно. Флешка вставляется снизу объектива. Объектив поднимаете немножко вверх, и здесь есть прорезь для SD-карты. Итак, вставляем шнур питания в видеокамеру. Камера оживает. Начала вращать своим единственным глазом на 360 градусов и издавать звуки. Мигает небольшой огонек сверху объектива. Теперь подключаем камеру к телефону, скачиваем приложение Михом, у кого оно не скачано. Нажимаем на плюсик. Обязательно нужно войти под регионом Китай. Заходим в раздел «Камера». Выбираем нашу камеру. Она находится в разделе «Дополнительно». Так, вот она, наша камера. IMILAB, домашняя камера безопасности. Показано, где вставлять microSD. Вот, выбираем галочку «Подождать, пока не услышите голосовое сообщение». Нажимаем «Далее». Выбираем Wi-Fi сеть. Дальше. Теперь необходимо поднести вот этот баркод к видеообъективу камеры. Все, коннект произошел. Нажимаем «Далее». Нет, необходимо отметить галочкой. Прозвучало сообщение: QR-код успешно найден. Нажимаем «Далее». Теперь происходит установка.
Все, пошла установка. Подключено к сети. Расширение инициализировано. Вот секундочку. Осуществляется настройка камеры. Так. Давай мы поставим столовой камеру. Нажимаем далее. Mi Home 360 Security. Нажимаем далее. Мерцает диодный огонек. Сверху дополнительное проходит. Все, начало работы. Итак. Я прочитал пользовательское соглашение и политику конфиденциальности и согласен. Так, устройство обновляется. Принять. Уже 55. Еще чуть-чуть. Давай, поднажми. Итак, изображение есть. Теперь разберемся с настройками. По этой кнопке вы можете передавать голос через камеру и слышать человека, кто стоит около камеры. Только необходимо некоторые разрешения добавить в настройках Android. Заходим в настройки, включаем разрешение для микрофона и всего остального, что хотите. Все, теперь можно пугать своих соседей, сидя где-то на Канарах. Нажав на видеокамеру, начинается запись. Причем запись идет на ваш смартфон. Нажав на эту кнопку, вы попадаете в домашние настройки домашнего видеонаблюдения. Вы можете нажать на воспроизведение ваших записей и зайти в облачное хранилище. Кнопками влево-вправо вы можете вращать камерой на 360 градусов. Вправо и влево. Нажав на эти две прекрасные стрелочки, вы можете сделать панорамный снимок. Камера сама начнет сканировать местность и делать панорамный снимок на разные углы обзора. Это тоже выставляется в настройках. Сюжет про ограбление в этом видеоролике, конечно, постановочный, но он основан на реальных событиях. То есть какое-то время назад у меня на площадке украли 2 велосипеда, и никто их не нашел до сих пор. Прошло уже лет 5-6, а может быть все и 7. Такой панорамный снимок у нас получился. Зайдем в настройки камеры. Здесь можно включить и отключить индикатор состояния. Можно настроить предупреждение в случае использования мобильных данных. Можно настроить спящий режим. Для этого зайдем в настройки спящего режима в меню. Переключая под звонок, можно его включить либо отключить. Также можно настроить расписание перехода в спящий режим и выхода из него. Нажимаете на плюсик, выбираете время, когда камере отключиться, когда включиться. Итак, дальше можно настроить отображение, то есть можно убрать и добавить отметки времени, откорректировать изображение, включить и выключить режим VDR, то есть режим улучшения изображения, то есть можете посмотреть на левой и правой картинке, в чем отличие между изображениями. Также можно перевернуть изображение в случае установки камеры на потолок. Вот так это делается.
Дальше устанавливается режим ночного видения, всегда ли он должен быть включен или выключен, либо чтобы он включался автоматически. Дальше можно активировать отслеживание движения, то есть камера будет сопровождать ваше движение. Двигаетесь влево-вправо, она будет вас отслеживать, поворачиваться за вами. Если режим этот не активирован, то камера будет находиться в одном положении. Камеру также можно калибровать, нажав на кнопку калибровки. Теперь зайдем в режим настройки домашнего видеонаблюдения. Здесь с помощью ползунка можно его активировать. В этом режиме можно настроить период наблюдения за домом, чувствительность оповещения, высокую, низкую или среднюю. Можно установить интервал оповещения, в данном случае 5 минут. И включить оповещение при движении на мобильном телефоне. В настройках уведомлениях о событиях можно настроить тип уведомлений, которые будут приходить вам на телефон. Например, push-уведомления при обнаружении изменений. Если будут обнаружены люди в районе, камера это понимает. И push-сообщения, когда дети плачут, также могут приходить к вам на телефон. То есть эту видеокамеру можно использовать в виде видеоняни. Очень гибко можно установить период наблюдения за вашим домом. Также можно управлять хранилищем. У меня пока SD-карты нет, но здесь можно установить различные настройки. Хотел упомянуть по поводу облачного хранения данных. Хранение в облаке платно. Бесплатно можно хранить только отрезки по несколько секунд, которые камера записывает по датчику движения. Все остальное платно. Необходимо пройти некую регистрацию, и тогда после этого будет доступно облачное хранилище в полном объеме. Также можно делать фотокадры с видеокамеры, хранятся они в фотоальбоме. В меню настройки AL можно включить режим, когда камера распознает плач ребенка. Также можно добавить распознавание лица, то есть загружаете в нейросеть свое лицо, и тогда камера будет опознавать всех чужих, кто попадет в зону видимости камеры. Также можно настроить различные сценарии автоматизации для камеры в сопряжении с умным домом или просто по событиям самой камеры. Например, если срабатывает датчик движения, или можно установить таймер. Давайте настроим для датчика движения. Выбираем саму камеру, выбираем датчик движения, то есть если он сработал, и нажимаем на кнопку «Затем». Добавляем событие, которое следует за этим. В случае срабатывания датчика движения мы отправим уведомление. Меню можно поделиться своим устройством. Дальше зайдем в настройки облачного хранилища. Но про облачное хранилище я вам рассказывал. Здесь все тарифы платные, кроме нарезок по несколько секунд. Они бесплатные, и, по-моему, там 2-3 секунды при срабатывании датчика движения вы будете видеть. У меня по настройкам все. Там еще есть несколько пунктов с правовой информацией, но это, как обычно, никому не интересно. Теперь пришло время смонтировать камеру и проверить некоторые ее функции. Теперь посмотрим на качество записи. Записывает камера в отличном качестве как изображения, так и звука. При выборе настройки или установке сценария автоматизации к вам приходит на телефон push-уведомление. При нажатии на это push-уведомление автоматически открывается видеозапись и начинается воспроизведение. Дальше можно послушать качество аудиозаписи, как наши актеры шумят и веселятся во время записи этого видеоролика.
Камера недурно снимает в режиме ночного видения. Посмотрите на качество. Если бы у меня 8 лет назад была возможность зайти в настройки домашнего видеонаблюдения и установить параметры оповещения, то, скорее всего, мои велосипеды были бы целы. Я бы получил вот такое уведомление, нажал бы на него, увидел бы, что с велосипедами происходит что-то неладное, и просто позвонил бы соседу. Ну а в нашем случае все хулиганы пойманы и транспортные средства возвращены на место. Ну а теперь розыгрыш. С помощью рандомайзера определим победителя. Итак, Татьяна Агибалова, поздравляю! Ну чё, народ, камера зачетная. Снимает и днем, и ночью, поворачивается на 360 градусов. Можно ей управлять через интернет. Настройки всевозможные, можно распознавать лица, можно замечать движения, отправлять события. Можно оповещать об этих событиях пользователя, так что ссылка и промокод, как обычно, в описании к этому видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока, до следующих обзоров.